Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу вам, как сделать тигриный окрас на прянике цифре. Это вторая часть видео, пряник с тигренком из этого набора, смотрите в предыдущем видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра. Для начала на прянике сделала контур черной глазурью, можно сделать и оранжевый. Далее карандашом нарисовала полосы, имитирующие тигриный окрас. Затем айсингом черного цвета обвожу эти полосы тигриного окраса по контуру. Здесь важно, чтобы эти контуры были очень тоненькие, то есть айсинг нужно класть тоненькой линией. У корнета нужно отрезать совсем маленький кончик. Если где-то получается неровно, не страшно, здесь это не имеет значения. Далее заливаем эти полосы глазурью двух цветов, оранжевой и черной. Здесь важно заливать не сразу все полосы оранжевой глазурью, а потом залить черные. Нужно заливать их по очереди, как я это делаю на видео. Сначала заливаю оранжевую и откладываю корнет в сторону, затем заливаю черную полосу внутри этой оранжевой глазури сразу по мокрому, чтобы глазурь слилась и не было никаких стыков между цветами, и откладываю корнет с черным айсингом в сторону. Затем снова оранжевую часть заливаю и опять откладываю, и так далее по очереди. Шилом распределяю глазурь в пределах рисунка, где-то продлеваю, чтобы были красивые кончики. Таким образом окрашиваем весь пряник. Глазурь не успевает высохнуть, рисунок по мокрому получается идеальным. Такой способ контурной заливки помогает нанести рисунок именно таким, каким мы его нарисовали карандашом. Глазурь никуда не вытекает, но при этом она сливается и выглядит заливка одним целым. Этот способ подойдет для начинающих мастеров, ведь нарисовать такой узор на таком сложном прянике глазурью по мокрому быстро, аккуратно и чтобы рисунок казался одной сплошной заливкой достаточно сложно, и не только начинающим мастерам. При росписи по мокрому бывает так, что айсинг, которым рисуют по заливке, не весь проваливается в глазурь и высыхает небольшим бугорком. Этого я тоже хотела избежать благодаря этому способу. А также, если перелить айсинг и начать сверху рисовать, по мокрому, то его может быть много и может вытечь за контуры, за общий контур пряника куда-то в сторону. Опять же, чтобы избежать эту ошибку, можно вот таким способом воспользоваться. Еще я хотела, чтобы заливка не была идеально ровная, а чтобы максимально имитировала шерсть, и это видно по бликам на прянике.
После полного высыхания глазури делаю белым айсингом снег, как будто он падал сверху на пряник. Глазурь не кладу ровным слоем, не пытаюсь его выровнять, так снег выглядит реалистичнее. Одну цифру из набора я украсила очень просто, залила пряник голубым айсингом, как и пряник с тигренком из предыдущего видео, и нарисовала на прянике снег точно так же, как и на цифре. Пряники готовы, вот такой набор у меня получился, мне нравится. Правда, на одной цифре у меня сильно толстые получились линии черного цвета, и такой темноватый получился окрас, но ничего страшного, уверена, в природе где-то и такой тигр существует. Напоминаю, что видео с тигренком из этого набора уже есть у меня на канале, ссылка будет в описании, посмотрите. Благодарю за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и окажется полезным. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Не забывайте отмечать меня в инстаграме. Всего вам доброго!